Добрый день, добрый вечер, дорогие участники школы. Я хочу вам рассказать про наш курс. Наш курс называется «Новая психосоматика 21 века». Я хочу вас пригласить на наш курс. Чем ценен наш курс? Почему он так важен? Почему он так называется «Медицина 21 века»? Дело в том, что современная медицина, она исследует такие понятия, как анатомия человека, физиология человека, какие-то функции органов человека. И когда вы приходите к врачу, то врач рассматривает ваши симптомы и по этим симптомам ставит вам диагноз. Ну, конечно, там анализы проводит и ставит какой-то диагноз. На основании диагноза проводится лечение. То есть это может быть какие-то лекарства, операция или еще какие-то процедуры, скажем, физиологические, какая-то там лечебная гимнастика и так далее. То есть во всех этих методах лечения лечится ваше тело. То есть наше тело лечится симптомы, которые проявляет наше тело. Вы представляете, как я была поражена сегодня, слушая какое-то видео, в котором говорилось, что врач никогда не спрашивает, что чувствует человек. Знаете почему? Потому что врач должен быть объективным. А когда врач спрашивает человека, что он чувствует, то это уже не объективный, а субъективный подход. Понимаете? То есть то, что он чувствовал, какие ситуации были в его жизни, как он воспринимал эти ситуации, какие он при этом испытывал чувства и эмоции, это все субъективное, это как бы не является методом лечения в медицине современной. То есть современная медицина опирается на объективные какие-то условия. То есть есть симптом и лечится согласно каким-то вот таким объективным условиям этот симптом. А что с человеком было, как он себя чувствовал, какие у него были ситуации в жизни, и как он на них отреагировал. То есть психическая сторона и духовная сторона, они ни в коем случае не учитываются, потому что это будет субъективное восприятие человека. Вы можете себе представить, что это значит? Это значит, что ваша индивидуальность, ваши жизненные ситуации, ваши переживания, они вообще не учитываются современной медициной. И в чем отличие нашего метода психосоматического подхода? В том, что здесь учитывается психика, тело и душа. Вот это триединство, потому что человек – это не только тело. В общем-то, широко принятое у более осознанных людей представление, что мы – это душа физической оболочки, которая проживает свой опыт в земном воплощении.
И это не учитывается современной медициной, потому что это субъективно. А как же так? А как тогда лечить эти симптомы? У каждого человека они возникают из-за его каких-то ситуаций, которые происходят в его жизни. Каждый человек воспринимает эти ситуации по-разному и реагирует на них по-разному. Кто-то легко, кто-то очень сильно, эмоционально, потому что у каждого человека какие-то свои переживания, свой опыт, свои травмы, которые произошли еще во внутриутробном детском периоде, а также мы учитываем родовые какие-то линии, которые передались нам с нашей ДНК, а также, и они хранятся также в нашем бессознательном, а также воплощения прошлых жизней, которые тоже хранятся в нашем бессознательном. И это все не входит в область современной медицины, ее подхода, лечения. Понимаете? Уже есть немало исследований на эти темы, которые, так сказать, не приняты официальной медициной, они до сих пор не приняты и считаются лженаукой. Сюда входит, например, новая германская медицина, ГНМ, которую мы изучаем на нашем курсе, которая легла в основу психосоматического подхода, разработанного гениальным немецким врачом Гирс Хаммером, за которую, я считаю, и многие считают, ему следует присудить Нобелевскую премию. Сюда также относятся такие исследования, проведенные тоже врачами и психотерапевтами, которые исследовали, какие происходит опыт, вернее, который переживали люди, которые перенесли клиническую смерть или описывали ситуации в состоянии гипноза. И все они совершенно одинаковые практически, с небольшими вариациями. Но люди описывают одно и то же. Это описано уже во многих книгах и Майкла Ньютона, и детские воспоминания Салливана, и сейчас просто Моуди, кстати, Моуди тоже описывал исследования на людях, которые пережили клиническую смерть и вернулись. То есть накапливается такой обширный материал, тем не менее он до сих пор считается чем-то несерьезным и ненаучным. Поэтому, конечно, уровень осознанности у людей разный. И поэтому каждый человек, он опирается на свои знания, на свою интуицию и на свой уровень, что ли, я бы сказала, восприятия и отношения к таким вещам, которые находятся за гранью нашей сенсорной системы, но который мог испытывать какие-то такие необычные явления в своей жизни.
Это совершенно возможно. Каждый из нас их может испытывать в каких-то таких ситуациях, когда мы включаем какие-то новые дополнительные каналы восприятия, нам открывается что-то неведанное, то, что принято называть чудом, чудесами, но это все совершенно реально. Я на себе испытала такие чудеса, и, собственно, поэтому я и пришла в квантовую психологию, а затем в школу регрессии и, наконец, психосоматику. Потому что я считаю, что наш организм создан настолько разумно, настолько идеально в течение многих миллионов лет, что он в состоянии сам себя исцеляться. Собственно, это не только мое мнение, это мнение величайших людей, таких как Гир Хаммер и других гениальных людей. И я, как биолог, я совершенно это признаю и считаю, что это так. Я считаю, что мой организм сам может справиться. И для этого мне не нужно употреблять какие-то лекарства. Я доверяю натуральным средствам и травам. Я доверяю своему организму. И вот это доверие к себе, к своему организму, доверие к миру, оно, собственно, и очень важно, когда человек прислушивается сам к себе, и тем самым он учится, собственно, слушать себя, свой внутренний голос и свою интуицию. И каждый из нас может развить этот дополнительный канал, интуицию, который соединяет с нашим высшим Я, с божественным каналом. Это все есть у каждого человека, только надо это развивать. Развивать через, конечно, в первую очередь расслабление. Для этого у нас есть практики расслабления, медитации. Почему важно расслабление? Дело в том, что когда мы находимся в активном состоянии, когда мы думаем, решаем какие-то дела, занимаемся каждодневной какой-то активностью, наш мозг излучает, работает в состоянии бета-излучения. То есть это состояние, в общем-то, стресса. Состояние стресса, когда мы переживаем, волнуемся, торопимся, беспокоимся, нервничаем, агрессируем, испытываем какие-то негативные эмоции. Вот в этом состоянии мозг работает в состоянии бета. В этом состоянии вырабатывается гормон стресса, кортизол. Когда же мы погружаемся и расслабляемся, то наш мозг постепенно освобождается от мыслей, от какой-то тревожности, от страха. И мозг начинает работать в альфа-состоянии. Это более замедленное состояние, медитативное состояние. И вот в этом состоянии наш мозг как бы засыпает и приоткрывается дверь в наше подсознание. И вот когда человек находится вот в этом состоянии транса, в альфа-состоянии,
неожиданно появляются картины, образы, какие-то ощущения, инсайты, какие-то идеи. В этом состоянии человек может создавать какие-то идеи. К нему они приходят как бы свыше, непонятно откуда. И поэтому надо уметь подключаться к своему подсознательному или бессознательному, где у нас хранится очень много информации. Знаете, что 95% или даже 97% всей информации хранится в нашем бессознательном. Там и все какие-то детские травмы были записаны, родовые какие-то системные программы, память прошлых воплощений нашей души и так далее. Там же, конечно, хранится еще и много чего такого, чего мы просто не помним, потому что если бы мы все это помнили, то тогда бы наш мозг бы работал просто безостановочно. И эта информация не давала бы нам, в общем-то, нормально жизни, нашей нормальной жизнедеятельности. Она, в общем-то, нам мешала, она нам как бы не нужна для повседневной жизни. Это нецелесообразно. Все, что нам не нужно, все, чего нас пытаются беречь, наш организм, оно хранится там, бессознательном. Поэтому я вас призываю учиться, расслабляться и делать медитации. Вы сразу почувствуете облегчение. Уровень стресса снизится, уйдет тревожность, беспокойство. Появится спокойствие и более позитивное мышление. В этом состоянии очень легко заходят и записываются новые программы, новые позитивные аффирмации. Поэтому медитации очень ценные, и они помогают, в общем-то, записать новые программы в любом аспекте. Или это касается отношений. Например, у ребенка в детстве во время конфликтов родителей записалась программа, что отношения опасны, что надо бояться, например, мужчин. И когда, для девочки, может быть, скорее всего. Поэтому во взрослой жизни эта девушка будет избегать отношений. И эту программу можно переписать заново, что отношения безопасны. Отношения могут приводить к счастливой семье, к гармоничным отношениям и так далее. Когда-то могла записаться программа, что она могла, кстати, передаться как за счет убеждений от родителей, что иметь много денег – это опасно, что деньги – это грязь, или богатые люди – они воры. Такие вот негативные убеждения в отношении денег. Также эти программы могли передаться по родовой линии, если были раскулаченные, сосланные, то есть родственники, скажем, по родовой линии, которые пострадали из-за своего богатства, денег и так далее. И они могли также совершенно на бессознательном уровне передать своим детям, что деньги – это опасно, деньги – это смерть, деньги – это, в общем,
опасно для жизни, и это все, что можно негативное, можно себе представить. Это все записалось и передалось по родовой линии. Поэтому от всего этого можно, во-первых, проработать себя с помощью нашего метода, а также переписать и записать новые программы. Убрать негативные программы и записать новые позитивные программы. Вот. То есть метод психосоматики, он позволяет проработать все сферы жизни. Почему, скажете вы? Это разве не только здоровье? Дело в том, что, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что наше тело, психика, душа– это одно целое. Наше тело не живет отдельно от нашей психики или души. Они настолько соединены, и ума, кстати. Это все одно целое. Ум или разум, тело и наша психика или душа. Это все одно целое. И поэтому, когда мы реагируем на какие-то ситуации в нашей жизни, это, соответственно, вызывает какие-то симптомы, какие-то эмоции. И это все, эти эмоции, эти симптомы, эти восприятия каких-то ситуаций можно проработать с помощью метода психосоматики. Потому что любой сигнал нам психика посылает через наше тело или через наши эмоции, или через наше отношение к каким-то ситуациям. Понимаете? То есть через психические такие восприятия, эмоции, отношения. А в свою очередь эмоции, они вызывают реакции в теле, потому что эмоции, они результат чего? Результат каких-то биохимических реакций в нашем мозге, вырабатываются какие-то гормоны. И все это остается в нашем теле, оставляет свои следы. Если человек отреагировал на какую-то ситуацию, например, конфликт из-за наследства, из-за денег, да, человек отреагировал как-то негативно, разозлился, то реакция будет какая? Это будет реакция, например, желудочно-кишечного тракта. Понимаете, возникнет там симптом. Или печень включится. То есть, понимаете, наше тело реагирует на наши эмоции, на наши восприятия каких-то ситуаций, на наши реакции. И это все через наше тело, собственно, выходит наружу, как бы, можно сказать, внутренние наши переживания, они выходят наружу через симптомы в нашем теле. Поэтому, если вы человек осознанный, вы сразу поймете, почему у меня возник этот симптом. Вспомните, какая была ситуация до этого, до появления этого симптома. Как вы на нее отреагировали? Какие у вас были эмоции? На каждую ситуацию есть конкретные биологические конфликты, и соответствующий центр головного мозга будет включаться, который, в свою очередь, контролирует какой-то участок нашего тела, или ткань, или орган. Так что все это взаимосвязано. Какая-то эмоция на какую-то ситуацию, включается центр головного мозга на соответствующий биологический конфликт, и это, в свою очередь, контролируется этим участком мозга и включается наше тело. Вот в этом заключается
целостность нашего организма, тела, мозга и психики. Поэтому, когда вы придете на наш курс, вы поймете, как это происходит, почему это происходит и какие биологические конфликты возникают в ответ на те или иные ситуации и эмоции, какие возникают симптомы или диагнозы, которые вам ставят врачи, и как это можно проработать, как проработать негативные эмоции и как трансформировать какие-то ситуации, на которые вы отреагировали негативным образом, как их трансформировать. То есть с помощью метода регресса мы можем попасть, вернуться именно в ту ситуацию, которая была у вас когда-то в прошлом. И там эту ситуацию трансформировать. Это уникальный метод, который просто не имеет себе аналогов. Поэтому я очень рекомендую каждому из вас научиться этому методу. Благодаря этому методу вы станете осознанным, вы поймете, научитесь языку своего тела. Вы начнете жить в целостности. Тело, ум, психика. И вы начнете управлять своими эмоциями, научитесь исцеляться. И научитесь также прорабатывать своих близких, детей и клиентов. Если вы заинтересованы в новой квалификации, то вы станете психосоматологом, получив сертификат с аттестацией и получать дополнительный доход или полностью работать как психолог и психосоматолог. Поэтому я считаю, что каждый человек в нашем веке должен овладеть этим методом. Потому что, как я уже упомянула в начале, современная медицина, у нее подход такой. Понимаете, общий подход. Есть симптом, и надо лечить тело. Лечить тело от этого симптома. То есть не ищется первопричина. Первопричина у каждого человека она будет своя, это будет субъективно, естественно. А современная медицина, она исходит из позиции объективного подхода. То есть наши переживания не рассматриваются. Таким образом, психосоматика – это действительно медицина 21 века. Поэтому наш курс начинается на этой неделе. Записывайтесь на наш курс. Обязательно проходите его. Состоит курс из 8 занятий, по 2 занятия в неделю. Поэтому курс длится, теоретическая часть курса длится 1 месяц. И 2-й месяц – это практика. Во время практики вы будете прорабатываться вместе со мной и кураторами, и будете учиться сами прорабатывать себя и других людей, наших кураторов, участников нашего курса, своих однокурсников. По окончании вы получите сертификат с аттестацией. То есть, когда вы проработаете других людей,
Получив отзывы от этих людей, вы получаете аттестат, вернее, сертификат с аттестацией. Финансово курс очень доступный, оплата с рассрочкой, поэтому, не задумываясь, приходите на наш курс. Это очень важно, особенно для помогающих профессий, то есть психологов, медицинских работников, учителей, всех, кто работает с людьми, с детьми особенно, и, конечно, для матерей, для родителей, чтобы понимать, вообще строить счастливые отношения и растить здоровых детей. Поэтому, дорогие мои, записывайтесь на наш курс, и если есть вопросы, обращайтесь, я отвечу на все ваши вопросы. И давайте коротко я расскажу о себе. Меня зовут Шолпан Давлетова. Я по образованию биолог, PhD, у меня есть научная степень. Я работала более 10 лет за рубежом. Это Венгрия, где я делала свою диссертацию. Затем я работала в Шотландии, в университете Эдинбурга. И далее я работала в США, в разных университетах, в разных штатах, занималась биомедицинскими исследованиями. У меня есть публикации в зарубежных журналах. Я, в частности, мой последний проект был связан с нейрофибромами. Это опухоли головного мозга. Поэтому, как вы понимаете, я имею отношение к биологии, к медицине, и психосоматика – это действительно та область, которая меня очень, так сказать, профессионально меня интересует, и я хочу передавать свои знания вам, всем, чтобы вы стали осознанными и научились жить здоровыми, счастливыми, осознанными и, так сказать, своей жизнью, идти по своей жизни, становиться хозяевами своей жизни, выходить из состояния жертвы и идти вперед, достигать своих целей. Благодарю вас, дорогие, за внимание, и до следующей встречи.